Здравствуйте, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Козерог. Таро прогноз на декаду на 10 дней с 20 по 30 сентября до конца месяца. Давайте узнаем, что подскажут карты. И я должна сказать, что сентябрь– месяц, когда много работы, увы. Ну, Козерога этим не напугать. И месяц ясности. Мы что-то проясняем по разного рода вопросам. Больше порядка, наверное, организацию можем в собственной жизни тоже менять. Но вот это в целом такие энергии. И для вас это доброе время, мои дорогие. Время возможностей, время приятных каких-то или событий, или эмоций, новостей. Ну, давайте с вами узнаем. И на колоде Ленорман мы достанем 4 карты, как знаки судьбы. Чем вам доведется заниматься более внимательно, пристально, больше времени уделять? С чем это будет связано? Может быть, сфера жизни. Здесь в этой колоде есть и персональные карты, как бы мужчина, женщина. Может быть, это с кем-то будет связано. И я должна сказать, действительно, планетарные транзиты для нас создают возможности даже в тех случаях, когда к нам может вернуться какой-то человек, которого мы когда-то знали. И нам ведь не говорят, что обязательно будет тот, кого мы будем рады видеть. Поэтому вот тут внимание, мои дорогие, ну, значит, это зачем-то нужно. Может вернуться какое-то дело или какой-то вопрос, тема, связанная с документами, вы когда-то этим занимались. А вот теперь как будто нужно порядок навести или последний штрих, аккорд заключительный какой-то сыграть. Но будьте предельно внимательны, потому что мы не можем от чего-то оттолкнуться, отмахнуться точнее. Мы не можем сказать, а это не имеет значения. Скорее всего, в сентябре все имеет значение, мои дорогие козероги. И если человек появился в вашей жизни, значит, он вам зачем-то нужен. И то же самое касается новых знакомств, кстати. То есть нам дает пространство Вселенная, как и возможности какие-то на будущее, но и дает как возможность завершить то, что было начато раньше, или в чем мы запутались, может быть. Поэтому вот такие энергии, не делать чего-то на автоматизме, нам будет помогать. Поэтому давайте следующая карта. Что или кто спешит в вашу жизнь? Неожиданности. В чем ваша фортуна? Энергия любви, энергия финансов и энергия ваших достижений. Давайте будем узнавать. Ну, посмотрите, само по себе благополучие. Когда карта клевера выпадает, и всегда хочется сказать, что... И она, кстати, соответствует шестерка бубен. Это как шестерка пентаклей. Это карта помощи высших сил. И не случайно, да, есть двойка число, и есть какое-то взаимодействие. Это может быть любимый человек, надежный друг, или конкретное какое-то дело, действо, которым вы сейчас занимаетесь, и можете довести реально до ума, до благополучия, получите результат и остаться даже довольным. Но когда карта клевер выпадает, это всегда, знаете, даже если у вас сейчас какая-то очень сложная, зависшая ситуация, все равно по максимуму, что можно сделать, вы обязательно сделаете. Вы все равно будет, мои дорогие козероги, за что себя похвалить. Благополучие. Давайте вторую карту. Ой, вообще замечательно. Так и хочется сказать. У кого-то вопросы личной жизни, безусловно. Но кольцо– это прочный союз. Да, может быть и любовь, мои дорогие. Для тех, кто человек семейный, может быть, вопросы вашей семьи, дома, пары, возможно, и родственников или каких-то контактов. Может быть, это просто какое-то иное, другое лицо в виде даже чиновника, да, которого вы знаете хорошо, к примеру. Поэтому, ну, вот есть какой-то контакт, когда вы можете и делами заниматься, да, и вам в этом кто-то помогает. Ну, может быть, и любого рода другие вопросы, когда вы все-таки не один или не одна. Вот этот союз, он всегда как минимум одного человека еще подразумевает. Двойка, я об этом говорила. И значит, это знаете, как вы вдвоем уже что-то можете задумать, или как две энергии соединяются в одну, и тогда точно победа, да, 6 это всегда победа какого-то вопроса будет. И здесь может касаться либо разбубной. Это может быть финансовая тема раз,
Или это может быть связано с местом проживания. Иногда об этом тоже свидетельствует, тем более аркан сам по себе, клевер, мои дорогие. Вот у вас, как знаете, вам высшие силы помогают, это правда. И сами это как, ну, знаете, невидимое пространство, которое для вас добрые энергии складывает, когда нужные двери открываются, когда люди быстрее вас понимают, не нужно ничего доказывать, там, да, вот это говорили, вот это излишнее, которое нас иногда нервирует здорово, или когда мы вынуждены отстаивать собственные позиции. И бывает наоборот, себя тут сложно сдержать где-то в эмоциях, а здесь нет, здесь именно как-то благополучно, ровно. Нет здесь каких-то перекосов, даже эмоциональных, потому что сама по себе карта баланса во всем. Следующая карта. Ух, кто-то может даже в путешествие засобираться или в поездку. Но я должна сказать, корабль – один из символов Меркурия. И у нас планетарные транзиты для вас по части Меркурия. Где-то, может быть, это управитель и близнецов, и планета-управитель, и близнецов, и дев. И хоть вы не относитесь к этим знакам зодиака, хотя кто знает, у кого-то может быть асцендент или по Луне. Я совсем не об этом. Просто взаимосвязь. Если мы уже вспоминаем Меркурия, то тут ведь немаловажно будет то, что Уран у нас сейчас в близнецах, а это инновационная планета перемен, причем таких кардинальных. Ну и по части Меркурия в Деве, мои дорогие, тут может быть тоже как конкретизация какой-то вашей задумки. Это большие возможности. Может быть, для кого-то из вас карта говорит, все-таки соответствует интеллекту, то есть пики, мы говорим, да, пики или мечи. Это интеллект. Вам тут что-то нужно будет быстро проанализировать, продумать, но не упустите какую-то возможность. Иногда, пусть, конечно, не в колоде Ленорман, но корабль свидетельствует о том, что сбывается наша мечта. Ну, тут у каждого по-своему. Может быть, это не есть что-то глобальное, может быть, конкретное дело, вопрос, которым вы занимались, просто карта подсказывает. Если ты тут будешь более гибок, а это совершенно необходимо по Меркурию, то тогда, если ты рассмотришь еще и новые какие-то альтернативные варианты, ты очень красиво, элегантно решишь этот вопрос или какую-то тему пульсирующую, да, которую, ну, нужно решить. Так бывает. И ты более чем останешься доволен, Козерог. Вот так вот. Правда, посмотрите, все три карты – это возможности, которые нужно не упустить. Ну, наверное, должна же быть хоть ложка дегтя, к сожалению, в бочке с медом, и карта змея призывает к осторожности. Здесь, знаете, змея – это тот, который нам транслирует что-то добросердечное, может быть, даже. Да, ведь это транслирует, мы говорим, это же может и не обязательно на самом деле так. Змея притаилась, это известный факт. И, кстати, вы сами включаете змеиный режим. Делить надвое, может быть, придется информацию, быть аккуратным с разного рода людьми, где-то себя учиться беречь, понимать, что и люди, даже те, которые говорят нам что-то доброе, хорошее, может быть, именно в этот период, могут льстить банально. А тот человек, который наоборот где-то не совсем выдержан в своих эмоциональных изъяснениях, да, может быть, даже так-то не хватает, но он не замышляет ничего плохого, понимаете? То есть это вот, ну, нас сводит жизнь с разного рода людьми, поэтому к этому нужно быть внимательным. Не совсем основываться на том, что мы слышим, практика, критерии истины, как человек поступает, понимаете? А вот как поступит змея, мы не знаем. Она же ведь наблюдает, анализирует, а потом действует молниеносно. Где-то и вы сами, говорю. Включайте змеиный режим, вам это будет помогать. Пока вы не сделали выводы, пока вы не нашли вот эту информацию, может быть, не уделили 15 минут буквально или полчаса, кому сколько нужно, для того, чтобы всячески обдумать какой-то вопрос. То есть вот очень такой жесткий может быть по отношению даже к собственным мыслям, рационализм или холодная голова в принятии окончательных каких-то решений все-таки вам потребуется. Особенно по части того, что вам обещают, что вы слышите, или при оценке некоторых людей. Поэтому учитесь себя беречь.
Что или кто спешит в вашу жизнь? Какое-то доброе предложение, конкретный человек. Рыцарь Пентаклей – гонец. Или, ну, как вестник, сама по себе новость, информация, документ, возможность, мои дорогие. Но по рыцарю Пентаклей я часто говорю – марафонский забег. Это сама по себе возможность на длительный период времени обустроить свое благополучие. Это как начало, новое что-то спешит в вашу жизнь. И я должна сказать, рыцарь Пентаклей самый медленный в колоде Таро. Потому что он понимает, добрые дела наспех не делаются, многого я не знаю, мне нужно постоянно подмечать, то есть не делать ничего на автоматизме. Он вот, его жизнь, он ее изучает на каждом шаге. Видимо, где-то и вам карта подсказывает, будут приходить и новости, и новые люди в твою жизнь. И тебе придется каждого изучать в отдельности. Или каждую новость как-то разложить, может быть, по полочкам, прежде чем ты окончательный какой-то вердикт вынесешь. Карта вот не о вердикте прямо сейчас. Это карта исследователя, да? Это карта, ну, где-то любопытства к жизни, именно к жизни, не к соседу, когда мы просто идем вперед, нам нравится чем-то заниматься. И такой вот, знаете, молниеносной скорости все же в этой карте нет. Поэтому в каких-то таких очень важных вопросах, вот деньги, благополучие, может быть, или даже переезд, тут, правда, нужно что-то продумать. Неожиданности. Ну, может быть, это такой человек притягательный, неожиданная встреча, почему нет? Королева жезлов обладает особым магнетизмом, ее хочется слушать. И хочется с ней иметь контакты, может быть, и познакомиться поближе. Интересны ее мысли, потому что, ну, такой нестандартный и сильный человек. И, может быть, хоть и королева. Это какое-то недавнее знакомство. И человек, который вот именно притягательный, которому вы, может быть, испытываете даже страсть, мои дорогие. И это я тоже допускаю. Но вообще в неожиданностях это какие-то возможности. Королеву жезлов отличает то, что она умеет хранить тайны свои и чужие. Она умеет быстро анализировать, кстати, мы с вами только что об этом говорили. Она умеет правильно работать с информацией. И опять же, мы только что говорили. Это, как, знаете, итог всего того, что было сказано мною ранее. И, может быть, в некоторых случаях и молчание нужно хранить. Но это не то молчание, когда, знаете, такое тяжелое молчание с вызовом. Нет. Это мы тут просто наблюдаем. Мы должны взять, ну, может быть, какое-то время, недолгое, для того, чтобы найти дополнительную информацию, разузнать, как какое-то дело и вопрос можно решить, и что будет дальше, к примеру, ну, почему нет. Но для кого-то из вас это может быть и от человека какая-то быстрая, скорая информация, которая требует ваших размышлений не на потом, а прямо сейчас. Давайте посмотрим. В чем же ваша фортуна? Вот как раз по рыцарю мечей должна сказать, мы ищем правду, и мы ее находим. Два рыцаря. Правда, скучать, скорее всего, будет некогда. Будет много новостей, будет много разного рода событий. И если вы, мои дорогие козероги, занимаете ответственный пост, руководящий, ну, может быть, невысокого даже звена, но все тем не менее, руководитель отдела, там, да, есть у вас подчиненные. Вы знаете, иногда, редко, но тем не менее, рыцарь мечей обозначает проверяющих. И это могут быть те люди, которые всегда проверяющие, ну, в большинстве случаев. Это уже приезжают, знаете, как мы говорим, накопать что-то. Они уже так преднастроены заранее. И тем не менее, даже из сложной ситуации вы найдете выход. Но это, скорее всего, для единиц может проиграться. Просто имейте это где-то в виду, что такая ситуация может быть. Но по рыцарю мечей может быть вам для достижения некоторых своих высот или согласований придется самому вот так вот скоро отправиться куда-то. Ну, к примеру, по этой карте могут быть и чиновники даже. Это ведь мы ищем информацию достоверную, и мы ее доходим. И вполне вероятно, для того, чтобы прояснить какое-то дело или вопрос, кому-то придется к юристу, да, консультации прибегнуть. Кому-то, может быть, чиновникам, как система работает, как нам сделать правильно, как закон в отношении нас работает. То есть нам нужно именно истину найти.
И вы ее находите, потому что у вас в этой области фортуна. И я говорила, к себе, может быть, с таким повышенным рационализмом, потому что и змея где-то ведь тоже предупреждает. Ты не должен уйти в эмоции, или ты не должен где-то, может быть, и расслабиться совсем. У вас благополучное такое время наступает, но ведь вам-то это надо все сохранять. И поэтому у таких змей надо предвидеть, мои дорогие. Держите руку на пульсе. Энергия любви. Ну что ты тут скажешь? Солнышко. Вы знаете, это какие-то отношения, как минимум, даже если были недавно, ну, как знакомство, как минимум ваша активность, активный период, когда вы все больше с каждым днем друг друга узнаете, уже строите какие-то планы, может быть, на далекое будущее. Но вот сами ваши отношения или вот эти самые планы, они будут активно развиваться 6-8 месяцев. Это тоже карта выбора правильного направления. Всего две в колоде Таро. 6-8 месяцев карта Солнца, карта Звезда, лет 10-20. Это какая-то перспектива. Так вот, отчасти марафонский забег, я говорила, рыцарь Пентаклей, это ведь тоже далекая перспектива, лет 10-20. Так вот, вы с вашим партнером, вот буквально активность или какие-то ваши задумки вы можете уже не только до конца сентября, а вы уже можете план вашей пары составлять. И скорее вы будете пытаться найти нужную информацию или как обустроить какое-то дело, может быть, даже переезд, потому что хочется вдвоем смотреть в далекое будущее. Вот я к чему вела, но для вас нет ничего невозможного. Однако мы не забываем, Солнце – это еще и прообраз нашего эго. Поэтому, скорее всего, придется свои эмоции держать на коротком поводке. И не расслабишься. Рядом аркан, змея, мои дорогие, поэтому нет, берегись, как будто нам говорят. Есть тот человек, может быть, кто-то и завидует. Не рассказывайте на всякий случай о себе много. Или даже если есть такие персоны беспардонные, когда «как у тебя дела в личной жизни? Сколько ты денег получаешь?» Казалось бы, неприемлемые вопросы. Ну, вот так и знаете, что это вот уже какая-то зона повышенного внимания к вашей персоне. Берегите себя. Энергия финансов, ну тут вообще, посмотрите, какие у вас выпадают старшие арканы. Здесь что-то хорошо по закону, надежно и надолго. Это структуры. Может быть, вы ищете работу, или вы начнете продумывать, может быть, дополнительный заработок, может быть, кто-то захочет сделать карьеру, или какие-то важные согласования вам предстоят в инстанциях, мои дорогие. И у кого тут с чем это связано? Но все-таки император – это порядок, структура, это традиции, мои дорогие. Поэтому, да, и закон, понятно, не нарушаем. Но даже какова бы ни была для вас ситуация, которая так вот темновато может показаться. Но вы сейчас словно, ну, где-то, если берем колесо фортуны, пусть не выпало, вы именно на гребне волны возможностей. Но и люди вам могут тоже встречаться разные. Может быть, вам придется чаще общаться или работая даже, да, какие-то контакты будут, больше руководителей, а то и руководителей, построить карьеру. То есть вы, если строите карьеру, мои дорогие, ну, тогда, видимо, и жалования, оклады, они тоже будут расти. Тут именно, это ведь статусная карта. Мы меняем статус, и меняется наша жизнь. Но энергия ваших достижений, ну, вообще фантастика. Даже если бы я открыла просто эти три карты и не сказала ни слова, правда? Можно уже ориентироваться, все такое солнечное, доброе. Это возможности, это новости, это бумага, это согласование, какие-то подписания, заключение контрактов, может быть, и брачных, заключение союзов, может быть, и по работе тоже, да? Тут ведь нам вот конкретно союз, и все эти карты раскрывают. Правда, до конца сентября время возможностей. Но и не только, я сказала, 6-8 месяцев. И император – это вы что-то фундаментально доброе для себя будете делать. И, видимо, где-то нужно быть очень рациональным, включить вот это и критическое мышление, и холодную голову. Но а есть и те вопросы, которые придется просчитать буквально по финансам, математически и на далекий период времени.
перекладывайте на себя, мои дорогие любимые козероги. И я вас люблю, это правда. Вы великие труженики, настойчивые люди. Я благодарю за то, что вы смотрите мои видео, за ваши искренние комментарии. Оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал и будьте счастливы, будьте любимы всегда.